Представь, поле. Серое небо над Германией. Двое мужчин поднимаются по склону холма, ночью. В руках металлоискатель, на поясе заступ, карманные фонарики. То, что они делают, незаконно. Холм — охраняемый природный памятник, но их это не останавливает. И то, что они найдут через несколько минут, изменит то, что ученые знали о бронзовом веке Европы. Металлоискатель придумали не для кладоискателей. Его изобрел Александр Белл в 1881 году, чтобы найти пулю в теле американского президента Гарфилда. Не нашел, мешала металлическая кровать. Но принцип работал. С тех пор прибор прошел долгий путь. От военных саперов к людям, которые выходят в поле по выходным. Ученые поначалу смотрели на таких людей с подозрением. Профессионалы, годы подготовки, принципы стратиграфии. А тут приходит человек в болотных сапогах и за день выкапывает то, что никто не искал тысячелетиями. Раздражало. Потом пришлось признать. За последние полвека любители в одной только Британии сдали государству через официальную систему регистрации находок больше 1,5 миллиона предметов. Из них несколько десятков изменили учебники истории. Потому что результаты говорили сами за себя. В этом видео 10 находок, которые буквально переписали историю. Не добавили детали, не расширили понимание. Именно переписали, перевернули то, что считалось доказанным фактом. Каждая начинается одинаково. Человек выходит в поле, прибор издает звук. Что-то достают из земли. А дальше все разное. Детектив, скандал, аукцион, уголовное дело. Или тихое открытие в лаборатории, которое отменяет учебники. Немецкий диск, который побывал на черном рынке раньше, чем в лаборатории. Молоток, который привел к крупнейшему римскому кладу Британии. Монеты из Самарканда в Йоркширском поле. Армия в датском болоте. Золотой кубок – 1 из 7 на всю Европу. Это не просто находки. Это моменты, когда Земля оказалась умнее учебника. Погнали! Лето 1999 года. Германия. Земля Саксония-Анхальт. Холм Миттельберг. Охраняемый природный памятник. Марио Леттл и его напарник выходят сюда ночью. Металлоискатель, заступ, фонарики. Прибор пищит. Они копают. Достают из земли бронзовый диск. 32 сантиметра в диаметре, около 2 килограммов весом. На нем золотые изображения. Большой круг, серп, россыпь из 7 точек. 2 дуги по краям. Что-то вроде корабля внизу. Что это, они понятия не имеют. Ясно одно – дорогое. Диск уходит перекупщикам. В 2001 году за него просят 2 миллиона немецких марок, больше $1 миллиона. Власти объявляют розыск. В 2002 году засада в Базеле. Отель, агент под прикрытием, сделка, наручники. Диск изъят. Леттл получает год условно. И вот теперь ученые берутся за работу. Первый результат. Диску 3600 лет. Это древнейшее из известных изображений неба на Земле. 7 точек — это Плеяды. Не случайный орнамент. Плеяды были ключевым земледельческим ориентиром. Когда они исчезают с вечернего неба весной, время пахать. Когда появляются осенью, время убирать урожай. Диск фиксирует это знание. Теперь о дугах. 2 золотые полосы по краям идут под углом. Ученые измерили. Этот угол точно соответствует разнице между точками восхода и захода Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния. Строго для широты холма Миттельберг. Не для Египта, не для Ближнего Востока. Для этого конкретного места в Германии. Кто-то стоял именно здесь, наблюдал годами, фиксировал результаты и воспроизвел их в металле. Это не украшение, это рабочий инструмент. И диск менялся. Ученые установили минимум 3 стадии переделки. Сначала нанесли звезды и светила, потом добавили дуги-горизонты, потом кораблик внизу, солнечная ладья. Египтяне верили, что солнце ночью плывет по небу на ладье. Та же идея в скандинавской мифологии. И вот она, в бронзе Центральной Европы, за 1000 лет до того, как там появилась письменность. Это или независимое изобретение, или свидетельство контактов между культурами, о которых наука не знала. До небрасского диска считалось, астрономические знания такого уровня пришли в Центральную Европу с Ближнего Востока значительно позже. Люди бронзового века здесь, земледельцы, без особой интеллектуальной жизни.
Диск сломал эту картину. В Германии 3500 лет назад вели точные астрономические наблюдения, создавали рабочие приборы и разделяли мифологию с Египтом и Скандинавией. Один предмет, 3 открытия. Есть еще один слой. Диск пролежал в земле на Миттельберге примерно 1000 лет, от 1600 до 600 года до нашей эры. За это время его намеренно закопали, не спрятали от врагов, именно закопали как ритуал. Рядом нашли 2 меча, браслеты и зубила. Исследователи считают, это было ритуальное захоронение предмета, который отслужил свое. Так поступали с вещами, считавшимися священными. Диск не просто использовали, его почитали. Отдельно история черного рынка. До того, как власти устроили засаду в Базеле, Диск успел побывать минимум у 3 перекупщиков за 3 года. Каждый знал, что это нечто особенное. Никто не сообщил. Один из посредников позже рассказал. Смотрел на диск и не мог определить эпоху. Слишком совершенный для бронзового века, слишком чистый для современной подделки. Именно это убедило его в подлинности и в том, что цену можно поднять. Наука получила диск только после того, как уголовное дело сделало его токсичным для рынка. Сегодня он хранится в Государственном музее проистории в Галле. ЮНЕСКО включила его в реестр памяти мира в 2013 году. В 2020 году 2 ученых опубликовали статью «Ошибка в анализе почвенного слоя, диску 2500, а не 3600 лет». Большинство коллег не согласилось. Металлургический анализ поддерживает первоначальную датировку. Спор не закрыт. В интервью Леттл говорил, знал, что нашли что-то особенное, просто не представлял, насколько. Ноябрь 1992 года. Суффолк, Англия. Фермер Питер Уотлинг потерял молоток в поле. Позвонил соседу, Эрику Лоусу. Лоус только вышел на пенсию, ему подарили металлоискатель. Он пришел. Молоток не нашел. Прибор дал сигнал в другом месте. Копнул. Монета. Еще монета. Через несколько часов наполнил 2 пакета из супермаркета и остановился. Это важно, остановился. Позвонил хозяину поля, в полицию и в Саффолкское археологическое общество. Ничего не припрятал. Ученые провели официальные раскопки. Под землей 14 865 монет и около 200 предметов из золота и серебра. Крупнейший клад позднеримского периода в Британии. Крупнейшее собрание золота и серебра IV-V веков в пределах бывшей Римской империи. Но перечень предметов – это отдельный разговор. Золотые браслеты, один весит почти полкилограмма. Золотые кольца, серебряные ложки. На одной выгравировано «Пользуйся счастливо, госпожа Юлиана». Реальное имя. Женщина, которая жила в Саффолке, молилась по-христиански, монограммы Христа на ложках. И была богата настолько, чтобы есть серебряными приборами с именными надписями. 1600 лет назад. Там была тигрица Хоксне. Серебряный позолоченный флакон в форме прыгающей тигрицы с задранным хвостом. И перечница-императрица, золотой контейнер для перца в форме стоящей женщины в имперских одеждах весом 94 грамма. Шедевр римского ювелирного дела. Перец в Британии IV века стоил дороже серебра. Фунт перца был равен недельному жалованию солдата. Хранить его в золотом сосуде – не прихоть, демонстрация статуса. Подумай вот о чем. 14 865 монет – это не просто много монет. Это несколько десятков килограммов металла. Чтобы все это закопать за один раз, нужен ящик или несколько мешков, несколько часов работы и как минимум 2 людей. И тут вступают детали. Нумизматы обнаружили в глине вокруг клада отпечатки деревянного сундука с железными петлями и замком. Сундук сгнил, форма сохранилась. Украшения были завернуты в ткань, кусочки органики с отпечатком плетения. Золотые вещи лежали в центре, серебряные монеты снаружи. Это не случайная упаковка. Кто-то тщательно продумал, как спрятать ценное так, чтобы главное сохранилось при любом раскладе. Среди ложек еще одно имя. Живи, Аврелий Урсицин. Мужчина в Суффолке IV века, которому кто-то подарил серебряную ложку с его именем. Реальный человек. Через 1600 лет снова узнаваемый. Мелкая деталь, которая делает все остальное человеческим. До Хоксне считалось, к V веку романизированная жизнь в Британии практически исчезла. Богатые уехали, кто остался, выживал. Клад показал иное.
Часть состоятельных романо-бритов продолжала жить почти как раньше. Серебро, перец, христианские символы, именные ложки, вплоть до самого момента катастрофы. Позднеримская провинция оказалась богаче и живучее, чем думали. Лоус получил от государства 1 миллион 750 тысяч фунтов и разделил с фермером поровну. Молоток тоже нашли. Уотлинг пожертвовал его Британскому музею. Он стоит там до сих пор, рядом с кладом. Самая человечная история в этом списке. Человек просто искал инструмент. Одна деталь, которую часто упускают. Когда Лоус понял масштаб находки и остановил раскопки, он провел ночь рядом с полем, сторожил. Боялся, что кто-то придет и заберет. На следующее утро приехали ученые. Он стоял там с самого рассвета. Через несколько лет журналисты спросили, не жалеет ли, что остановился и не взял сам. Он ответил: «Я нашел что-то, принадлежащее всем. Как я мог забрать его себе?» Лоус умер в 2003 году. На некрологе в местной газете написали «Человек, который нашел Хоксне». Правильно написали. 5 июля 2009 года. Стаффордшир, Англия. Терри Херберт, безработный, 55 лет, попросил разрешения у знакомого фермера поискать в его поле. Не первый раз. Херберт работал это поле 18 лет. Небольшие находки. В тот раз за 5 дней наполнил 244 мешочка. Потом позвонил в музей. 4600 фрагментов. Больше 5 килограммов золота. Около 1,5 килограммов серебра. 3500 гарнетовых вставок. Крупнейший англосаксонский клад в истории. Оценен в 3 миллиона 280 тысяч фунтов. Херберт и фермер разделили поровну. Но дело не в сумме. Почти все военное. Рукояти мечей, оголовье ножен, детали шлемов, накладки на щиты. Ни одной женской вещи. Ни браслета, ни броши. Только оружие и доспехи. И работа невероятная. Красное золото с гранатами. Эти гранаты пришли из Шри-Ланки и Индии через Персию и Византию. Но не просто привезли и вставили. Ювелир применял послойную огранку. Технику, которую в Европе считали изобретенной значительно позже. Каждый камень вручную подгонялся под форму ячейки. Тончайшая перегородчатая эмаль. Золотая проволока толщиной в доли миллиметра, уложенная в точные паттерны. До 2009 года считалось, такого уровня ювелирная работа в Британии VII века просто не существовала. Стаффордширский клад перевернул эту картину. Один из ключевых предметов – рукоять меча с гарнетовыми вставками. Ученые отправили ее на рентгеновский анализ. Под каждым гарнетом тончайший кусочек золотой фольги с чеканным узором. Он не виден снаружи. Виден только через сам гарнет, потому что камень полупрозрачен. Мастер делал декор, который невидим без самого камня. Не для зрителя, для кого-то другого. Или просто потому что мог. Такой уровень работы не ремесло, это искусство. Среди предметов небольшой золотой крест с латинской надписью из книги чисел. «Восстань, Господи, и рассеются враги твои». Крест сделан с петлями. Мог складываться плоско, возможно, вшивался в шлем перед боем и снимался после. Христианский амулет воина. Теперь о выкупе. После оценки в 3 миллиона 280 тысяч фунтов встал вопрос: кто заплатит? Бирмингемский городской совет и несколько фондов объявили совместную кампанию. Деньги собирали по всей Британии. Школьники, пенсионеры, местные компании. В итоге сумму собрали. Клад разделили между Бирмингемским музеем и музеем Стаффордшира. Сегодня это самые посещаемые экспонаты обоих учреждений. Есть еще одна деталь. Среди фрагментов нашли несколько предметов с небольшими надрезами на золотых пластинах. Эксперты говорят, так проверяли чистоту металла. Покупатель чиркал ножом по поверхности, смотрел на цвет среза. Значит, часть предметов в какой-то момент была на продажу. Или предполагалась к продаже. Это добавляет к картине еще один вопрос без ответа. VII век, королевство Мерсия. 3 версии. Военный трофей, личная добыча мародера, казна в момент политического кризиса. И 4, которую ученые добавили после 2012 года, когда в нескольких метрах от первой группы нашли 2. 2 отдельных тайника. Может быть, 2 разных человека. Может быть, 2 разных момента. Клад — не единовременное решение. Это история с несколькими действиями. И мы не знаем ни одного из них.
Самая большая загадка в этом списке именно потому, что ответа нет. 6 января 2007 года. Поле под Харрогейтом, Северный Йоркшир. Дэвид Уиллан, предприниматель на покое, выходит с металлоискателем вместе с сыном Эндрю. Обычная вылазка. Прибор сигналит. Они копают и находят серебряный кубок, приплюснутый, явно старый. Внутри что-то есть. Аккуратно передают в Йоркширский музей. Там начинают разбирать. 617 серебряных монет и 65 других предметов. Кольца, браслеты, слитки, обломки украшений. Стоимость 1 миллион 80 тысяч фунтов. Датировано концом 920-х годов нашей эры. Но сам кубок – отдельная история. По форме он похож на церковный потир, чашу для причастия. Скорее всего, так и есть. Кубок, вероятно, взят из монастыря или церкви на севере Франции. Там производились похожие. Викинги активно грабили церковную утварь. Делалось из лучшего металла. Можно переплавить, а носить как есть. И вот он лежит, как сейф, набитый чужим добром. А добро со всего известного мира. Монеты из Англии, Ирландии, Скандинавии, Франции. Украшения с орнаментами из России, Афганистана, Ирана. Кольца из как минимум 5 разных ювелирных традиций. Среди всего этого хак-силвер, обрубки серебряных колец и браслетов. Викинги использовали серебро на вес как универсальную валюту. Нужна сдача – отрубаешь кусок. Не варварство, прагматичная финансовая система. И среди всего этого 1 дирхам. Отчеканен в Самарканде в IX веке нашей эры. Монетный двор Саманидского Эмирата. Саманидские дирхамы были долларами раннего Средневековья. Высококачественное серебро, строгий стандарт, принимали везде. Серебряный кругляш с арабской вязью, имя халифа, дата чеканки, название монетного двора. На обороте цитата из Корана. Создана в мусульманском Самарканде, прошла через Персию, Каспий, Русь, Скандинавию и оказалась в христианском Йоркшире. Никто не переплавил, никто не затер надписи. Ее принимали как серебро. Серебро не имеет веры. Еще один предмет заслуживает внимания. Среди слитков один с рунической надписью. Скандинавские руны на серебряной заготовке, закопанной в Северной Англии. Надпись нанесена после отливки. Слиток имел историю до того, как оказался в кубке. Среди украшений ирландская брошь с кельтским орнаментом. Как ирландская вещь попала к скандинавскому грабителю в Йоркшире? Трофей набега, подарок, товар. Ни один вариант не доказан. Но все 3 говорят об одном. Это была эпоха невероятной мобильности людей и вещей. Клад закопали в 927-28 годах. Именно тогда Этельстан разгромил викингское королевство Нортумбрия. Кто-то богатый и перепуганный зарыл все, что имел, не вернулся. Йоркширский музей после этой находки полностью переосмыслил экспозицию викингского Йорвика. Из провинциального торгового городка он превратился в узловую точку международной сети. Глобализация тысячелетней давности. Без интернета, без банков. Только серебро, реки и люди на деревянных кораблях. Один вопрос, который остался у исследователей. В кубке была золотая нить. Фрагмент ткани, который кто-то использовал как прокладку. Не ювелирное изделие, просто нить. Возможно, от той самой церковной одежды, рядом с которой хранился кубок. Возможно, от одежды самого владельца. Это едва заметная деталь, но именно такие детали ученые разбирают годами. Потому что нить говорит о происхождении, о торговых связях, о том, откуда пришел владелец. Анализ показал, льняные нити с конкретным типом плетения, типичным для мастерских Северной Франции. Еще одна связь между Йоркширом и Францией в X веке. 1 сентября 2014 года. Дамфрис и Галловей, юго-западная Шотландия. Дерек Макленнон, бывший предприниматель, опытный детекторист, до этого уже нашедший несколько значимых находок, работает в поле с несколькими товарищами. Прибор сигналит. Он достает серебряный браслет с викингским орнаментом. Потом большой серебряный крест. Еще 2 предмета. Сообщает властям. Участок закрывают. Снова копают. Аккуратно, с учеными. Находят горшок. В горшке все. Более 100 предметов. Золото, серебро, стекло, хрусталь, полудрагоценные камни. Зарыто около 900 года нашей эры. Объявлен богатейшим собранием эпохи викингов, найденным в Британии и Ирландии. Среди предметов большой серебряный крест с луковичными концами. Он был тщательно завернут в шелк. Шелк –
в 900 году в юго-западной Шотландии. Шелк в Европе раннего Средневековья производился только в Византии и стоил почти как золото. Нить тянется: Константинополь, скандинавские купцы на восточных маршрутах, Скандинавия и откуда-то оттуда в угол Шотландии. Шелк не просто оказался там, он частично сохранился за 1000 лет в земле. Кислая шотландская почва должна была его уничтожить, но глина вокруг горшка сохранила все. Ученые проанализировали волокно. Нить скручена особым способом, характерным исключительно для мастерских Восточного Средиземноморья. Это конкретный тип производства Константинополя или ближайших к нему мастерских. Человек, который хранил крест в этой ткани, понимал, что это за материал. Он не обмотал реликвию тряпкой, он упаковал священный предмет в другой священный предмет. Рядом стеклянные бусы с Ближнего Востока, золотой диск с каролингскими орнаментами из франкского королевства Карла Великого, серебряная брошь в форме птицы ирландской работы, монеты из Англии и Скандинавии. В одном горшке предметы из 6-7 разных культур. Один предмет заслуживает отдельного упоминания. Среди предметов серебряная рука, полая в натуральную величину с открытым запястьем. Внутри было что-то вложено, органика не сохранилась. Это мощевик-рука, реликварий. Серебряная рука хранила кусочек кости святого. Это была защита. Человек, который закапывал клад, взял с собой не только деньги и украшения. Он взял религиозную защиту. Самое важное из того, что у него было. Это не чистый викинг-язычник-грабитель. Это человек, который жил между мирами, между скандинавской и христианской культурой. Таких людей в IX-X веках было больше, чем нам привычно думать. До этой находки викинги на юго-западе Шотландии, набеги и временные стоянки. Теперь картина другая. Сложившееся население со смешанной идентичностью. Что это значит для истории Шотландии? Переосмысление. Скоты, пикты, нордические поселенцы жили бок о бок, заимствовали обычаи и предметы культуры. Их сложно разложить по чистым категориям. Головейский клад – документ этой смешанной жизни, которую историки долго игнорировали, потому что она не укладывалась в ни одну национальную нарративную схему. Клад опрокинул эту картину. Здесь жили люди с торговыми связями через половину известного мира. Один из исследователей после изучения клада сказал прямо: «Мы думали о викингах как о чужаках, которые совершали набеги на Шотландию. Но это была их земля. Они здесь жили, торговали, строили». 16 июля 1999 года. Остров Готланд, Швеция. Фермерское угодье Спиллинг. Археолог Юнас Стрём приехал сюда с телевизионной группой снимать документальный фильм о металлодетекторах. Группа закончила работу, уехала. Стрём взял прибор, просто так, еще несколько минут. Через 20 минут детектор зашкалил и отключился. Он начал копать. Первый тайник — 14 тысяч монет с лишним, плюс почти 500 серебряных украшений. Второй тайник в нескольких метрах, еще монеты и предметы. Третий — 20 килограммов бронзового лома. Общий вес серебра — 67 килограммов. Все лежало под полом бывшей конюшни с IX века. Это крупнейший клад эпохи викингов в мировой истории, по всем категориям. Для понимания масштаба, предыдущий готландский рекорд — 10 килограммов. Обычный местный клад — 200-300 граммов. Здесь в 200 раз больше нормы. Из 14 тысяч монет 14 200 исламских дирхамов аббасидского халифата. Самая ранняя монета — 539 год нашей эры, самая поздняя — 870. 4 монеты из скандинавского Хедебю, одна из Византии, 23 из Персии. Дирхам был долларом раннего Средневековья. Они шли на север по Восточному пути, а Аустро-Вегр — на древнескандинавском. Шведские купцы-варяги спускались по рекам вглубь Руси, добирались до Каспийского моря, торговали с исламским миром, получали серебро и везли обратно. Готланд стоял в самом начале этого маршрута. У острова был особый правовой статус. Местные жители, гутер, имели собственные законы и торговые договоры, отдельные от шведских. Они были не просто участниками торговли, они были посредниками. Но вот что интересно. Дирхамы, которые приходили на Готланд, как правило, переплавлялись. Из них делали украшения в скандинавском стиле. В Спиллингс часть монет сохранила арабские надписи, значит, не успели переработать.
Этот клад был не итогом торговли, а ее оборотным капиталом. Деньги в работе, которые временно спрятали. Третий тайник – 20 килограммов бронзового лома, деталь не случайная. Для кузнеца бронзовый лом – сырье. Обрезки, бракованные отливки, сломанные инструменты. Накапливался, переплавлялся. Но 20 килограммов – это много. Это производство, а не личная мастерская. Хозяин клада торговал серебром и производил изделия из цветного металла. Купец-ремесленник с серьезными активами. На маленьком острове в Балтийском море, в IX веке. 67 килограммов серебра хватило бы, чтобы выплатить налог шведскому королю за весь остров, за 5 лет подряд. Это институциональный масштаб, а не личное состояние. До Спиллингс Готланд считался важным торговым пунктом. После стало ясно. Это был главный перевалочный узел между исламским Востоком и германским Севером. Масштаб раньше сильно недооценивали. Стрём приехал снимать фильм о других, снял о себе. Для понимания Восточного пути в цифрах. Дирхамы шли из Багдада через Иран, Хорезм, Каспий, затем по Волге до Балтики. Общая длина маршрута – около 5000 километров. Средняя скорость торгового каравана – 15-20 километров в день. Маршрут туда-обратно занимал несколько сезонов. Купцы, которые везли серебро на Готланд, проводили в пути по 2-3 года. Спиллингс не просто местный клад. Это конечная точка маршрутов, которые по масштабу сопоставимы с Великим Шелковым путем. Начало 1950-х годов. Остров Джерси, Нормандские острова. Фермер пашет поле в приходе Груе. Плуг цепляет что-то. Серебряные монеты. Он смотрит на них, берет несколько и бросает обратно в землю. Уходит. Это решение растянет одну находку на полвека. История доходит до Рега Мида. Мид находит напарника Ричарда Майлса. Они начинают искать то поле. Это займет 30 лет. Без гарантий, без финансирования. Только рассказ о монетах, которые кто-то бросил обратно в землю 50 лет назад. Мид и Майлс работали не наугад. Они знали, монеты по описанию были кельтскими, серебряными, крупного размера. Это значит куриосолиты, 1 век до нашей эры. Это значит конкретный регион острова. Они изучали архивные записи о землепользовании, разговаривали с пожилыми местными, сужали круг. Поле за полем – ничего. 30 лет – это не 30 лет хаотичных поисков. Это 30 лет аккуратной детективной работы. В 2012 году получают разрешение проверить нужный участок. Прибор пищит. 60 монет серебром и 1 золотая. Правильное место. Мид и Майлс сообщают властям. Потом снова сигнал. Тяжелый, устойчивый. Они копают глубже и натыкаются на глиняный монолит. Вес 750 килограммов. Размер 1,5 метра на метр, высота 20 сантиметров. 2 тысячелетия в земле превратили содержимое в один неразборный ком. Его не стали копать, обрезали по периметру вместе с окружающей глиной и вывезли целиком на тачке. Ученые несколько лет разбирали его слой за слоем. Внутри около 70 тысяч кельтских и галло-римских монет. Крупнейший кельтский клад в мировой истории. Плюс золотые торки, обручи на шею из цельного золота. Торк у кельтов не просто украшение. Его изображали на воинах в бою, богах в храмах. Символ силы и статуса. Возможно, сакральный предмет. О самих монетах. Куриосолиты чеканили серебро особым способом. На аверсе стилизованная голова, геометрически деформированная до неузнаваемости. На реверсе лошадь, разбитая на отдельные элементы. Уши, хвост, ноги, как будто кто-то разобрал рисунок на части и расставил заново. Это не примитивизм, это намеренный кельтский стиль, ушедший далеко от греческих образцов, вдохновивших его несколько столетий назад. Монеты принадлежали гальскому племени куриосолиты, прибрежный народ из Арморики, нынешней Британии. Цезарь упоминает их в Гальских войнах, как часть коалиции, которую он разгромил в морском сражении в 56 году до нашей эры. Часть племени была продана в рабство, часть ассимилирована. Само название куриосолиты исчезает из источников через столетия. Они стали частью романизированной Арморики. Клад на Джерси – последнее слово народа, который перестал существовать как отдельная культура. Кто-то переправился через Ла-Манш, добрался до Джерси.
зарыл казну всего племени и не вернулся. Маленький остров Ла-Манше – последний банк разгромленного народа. Работа по изучению клада продолжается. В глиняном монолите 70 тысяч монет. Разобрать их все – это работа на годы. Каждую монету нужно зафотографировать, описать, идентифицировать монетный двор и период. Среди куриасолитских монет несколько, которые предварительно атрибутируются другим гальским племенам – Асисмиям и Ридонам. Это говорит о том, что в клад попали монеты от торговли или от союзников. Клад перестает быть просто казной одного племени. Он становится документом их последних контактов. Кто торговал с куриасолитами накануне катастрофы? С кем они пытались договориться? Ответы в монетах, которые еще не разобрали. 4 ноября 2001 года. Кент, Англия. Клифф Брэдшоу выходит в поле с металлоискателем. Прибор сигналит. Он копает. Достает что-то золотое, смятое, видимо, зацепил плуг. Но золотое. Маленький кубок. Гофрированные стенки, витая ручка. Высота 14 сантиметров. Из цельного листа золота. Бронзовый век. Примерно 1700-1500 года до нашей эры. Брэдшоу сообщает властям. Начинается изучение. Выясняется, таких кубков во всей Европе 7. Всего, за всю историю. 1 в Дрезденской сокровищнице, 1 в Национальном музее Ирландии, 1 в Дании, 1 в Швейцарии, 1 в Бреттоне. 6-й Релатонский, найден в Корнуолле в 1837 году. Обнаружен в погребальном кургане. Несколько лет хранился в личном туалетном шкафу короля Георга IV, буквально. Потом передали в музей. И вот Кентский. Теперь о самом предмете. Кубок сделан из одного листа золота. Никаких швов, никакой пайки. Гофрированные ребра получены методом поочередного давления изнутри и снаружи. Это требует мастера, который годами работал именно с этой техникой. Дент от плуга поверхностный. Плуг ударил его уже в 20 веке. К тому времени курган давно сравнялся с землей. За 3500 лет в земле кубок остался структурно целым. Если бы там были швы, рассыпался бы при первом же ударе. Ученые провели раскопки вокруг места находки. Обнаружили следы погребального кургана бронзового века и фрагменты кремированных костей рядом. Кубок – погребальное приношение для очень важного человека. Теперь о том, что 7 кубков говорят вместе. Все сделаны в одном стиле. Гофрированные ребра, характерная ручка. Один материал – золото. Все датированы примерно одним периодом – 1800-1500 года до нашей эры. Все расположены вдоль Атлантического побережья Европы. 1800 лет до нашей эры. До Рима – 1000 лет. Письменности в Северной Европе нет вообще. Но люди уже торговали на расстоянии 1000 километров, передавали технологии, разделяли одну ювелирную школу. Это концепция Атлантической бронзовой сети. Народы побережья – Британия, Ирландия, Британь, Испания, Португалия – в бронзовом веке поддерживали активные контакты. Торговля металлами прежде всего. Медь шла из Ирландии и Испании, олово из Корнуолла и Британии. Медь плюс олово – бронза. Без обмена не было бы бронзы. Но обменивали не только металл, обменивали идеи, стиль, ритуалы. 7 кубков с одинаковой техникой по всему побережью – это Атлантическая сеть в действии. Один мастер обучил другого, тот следующего. Без письменности, без дорог, без государств люди передавали технологию и культуру на 1000 километров. Релатонский кубок из Корнуолла и Кентский из Рингельмере примерно одного возраста. 200 километров по суше или день пути морем. До Небрасского диска считалось, бронзовый век в Европе – набор разрозненных изолированных общин. Эти находки показали иное. И еще одно. Релатонский кубок из Корнуолла, тот самый, который несколько лет хранился в шкафу у Георга IV, был найден в кургане вместе с погребальными предметами. Среди них янтарные бусы. Янтарь в Корнуолле эпохи бронзы – это Балтика. Прямая торговая связь между Корнуоллом и побережьем Балтийского моря 3500 лет назад. Олово из Корнуолла шло на восток, янтарь – обратно. А кубки в одном стиле появлялись по всему побережью как свидетельство общей культуры, которая умела организовывать обмен на 1000 километров задолго до любых государств.
2010 год. Камбрия, Северная Англия, рядом с Адриановой стеной. Анонимный детекторист, имя не раскрывается до сих пор, находит в поле бронзовый шлем, целый. Хорошая сохранность. Это римский парадный кавалерийский шлем II-III век нашей эры. У него маска-лицо, молодой мужчина, идеализированные черты, высокая проработка деталей. На макушке фрик, скульптурный гребень, грифон, опирающийся передними лапами на голову Афины. Такие шлемы не надевали в бою, только на парадных военных состязаниях гиппика гимназия. О том, что такое гиппика гимназия. Буквально конные упражнения. Это официальные военные состязания при каждом кавалерийском гарнизоне. Два отряда, каждый под командованием офицера в полном парадном облачении. Они разыгрывали тактические сценарии, атаки, маневры, уклонения от снарядов. Использовались тупые дротики, достаточно тяжелые, чтобы сбить с лошади. Судили командиры и знатные гости. Победа в гиппика гимназия значила для офицера почти столько же, сколько реальная военная победа. Шлем с маской – обязательный элемент. Без него офицер не мог участвовать. Маска делала его персонажем, полубогом, героем. Всадники на состязаниях были не просто людьми, а воплощениями мифологических образов. Находка уходит к дилеру. Выставляется на торги в аукционном доме Кристи в Лондоне. Стартовая цена – 300 тысяч фунтов. Местный музей Тули Хаус в Карлайле объявляет кампанию по сбору средств. Хотят выкупить шлем для региона, где он был найден. Не успевают. Молоток аукциониста падает. Шлем уходит анонимному покупателю за 2 миллиона 300 тысяч фунтов. В 7 с лишним раз выше стартовой цены. Где он сейчас, неизвестно. Вероятно, в частной коллекции. Вероятно, за пределами Британии. Публичного доступа нет. Что потеряла наука? Таких шлемов в мире найдено около 30. Но этот в особенно хорошей сохранности. И найден прямо там, где вдоль Адриановой стены стояли кавалерийские подразделения. Точный контекст, слой почвы, сопутствующие предметы, положение шлема мог рассказать о конкретной части, о конкретном времени, о конкретных ритуалах. Этого уже никогда не узнать. Все это ушло вместе с шлемом. После этого случая британский парламент ужесточил закон о сокровищах 1996 года. Теперь предметы такого класса обязаны быть предложены музею до выхода на открытый рынок. Если музей не успевает собрать деньги, предмет может уйти на рынок, но с задержкой. Это не идеальная система, но лучше, чем было. Закон сработал, но уже после. Шлем не вернулся. Иногда закон опаздывает, а история теряет своих свидетелей навсегда. Немного о том, что именно потеряно. Шлем найден в точке, где Адрианова стена поворачивает, рядом с фортом Кросби-Гаррет. Там дислоцировались кавалерийские вспомогательные части. Здесь стояли несколько кавалерийских вспомогательных частей, конкретная из них так и не установлена. Без стратиграфии и сопутствующих предметов нельзя установить, чей шлем, какой части, какого времени точно. Нельзя соотнести находку с документами на гарнизоны. Нельзя понять, был ли это военный инвентарь или частная собственность офицера. Нельзя сказать, как именно он оказался в земле. Каждый из этих вопросов мог иметь ответ. Ни один теперь не получит. Восточная Ютландия, Дания. Долина Иллеруб. Одал. В начале 1950-х здесь проводили дренажные работы, болото. Нашли оружие, много. Потом еще. Поняли, это серьезно. С 1975 по 1985 год систематические раскопки. Итог – более 15 тысяч предметов. Мечи, копья, щиты, наконечники стрел, ножи, конская упряжь. И, что редкость, кожа, дерево, текстиль. Болотная среда законсервировала органику. Деревянные рукояти мечей, кожаные ремни, фрагменты ткани щитовых чехлов. Все периода с 200 по 500 год нашей эры. Все в бывшем озере, которое высохло за 1500 лет. Как это туда попало? Жертвоприношение после победы. Германцы разгромили противника, взяли его снаряжение и утопили в озере. Буквально отдали богам. Тацит описывал такую практику еще в первом веке нашей эры. Иллеруб показал, как именно это выглядело в натуре. И не один раз.
Ученые выделили минимум 4 крупных отдельных жертвоприношения с промежутками в несколько десятилетий. Каждый раз несколько сотен единиц снаряжения. Это значит, каждый раз здесь была побежденная армия, полностью разоруженная. Одно сакральное место — несколько поколений. Раз за разом победители приходили сюда и топили добычу. Исследователи подсчитали, по масштабу каждое из 4 жертвоприношений соответствует разгрому армии от 300 до 800 человек. Это не маленькие стычки, это победы над реальными воинскими формированиями, организованными, вооруженными, пришедшими сюда не набегом, а войной. Среди находок римские мечи с клеймами имперских мастерских. Это не обязательно означает победу над самими римлянами. Такое оружие продавалось и передавалось. Но показывает, эти армии имели доступ к лучшему оружию своего времени. По составу вооружения стандартизация. Мечи одинаковой длины, щиты одного размера с одинаковой фурнитурой, копья с идентичными наконечниками. Командирские предметы отличаются от рядовых качеством, отделкой. На нескольких клинках имена владельцев, процарапанные вручную. Это структура, иерархия, единое снабжение. Иллируб Одал ответил на вопрос, который долго оставался открытым. Что представляли собой германские армии изнутри? Были вожди, был аппарат управления, был порядок. Записи имен на мечах, стандарты снаряжения. Кто-то эти стандарты устанавливал и контролировал. Не государство в римском смысле, но организованная военная власть с административным ресурсом. Да Иллируб Одал слово «варвары» несло конкретный смысл. Воины без организации, без дисциплины, без стратегии. Находка показала иное. У германцев II-V веков были регулярные армии с единым вооружением, с иерархией, с ритуалами победы. Профессионалы. Это изменило прочтение всей эпохи поздней античности. Вопрос, почему Рим проигрывал все больше и больше битв, получил часть ответа. Рим столкнулся с армиями, у которых была структура. Это меняет нарратив о закате империи. Варвары оказались профессионалами. Земля хранила их армию 1500 лет и отдала людям с металлоискателями. Долина до сих пор под охраной. Тысячи предметов еще в земле. Раскопки ведутся. И каждая новая находка меняет счет. Важна и сама логика места. Иллируб Одал — не случайное озеро. Это место возвращались снова и снова на протяжении 300 лет. Поколение победителей приходило сюда, потом следующее. Традиция передавалась. Это значит, здесь была непрерывная организационная память. Кто-то помнил, что делали деды, и воспроизводил ритуал. В обществе без письменности такая память сама по себе институт. Болото хранило оружие, а вождество хранило знание о том, зачем его туда бросать. 10 историй. 10 раз, когда металлоискатель оказался умнее учебника. Германский диск, едва не пропавший на черном рынке. Молоток из Суффолка, который привел к крупнейшему римскому кладу Британии. Армия в датском болоте, которая переписала само слово «варвары». Каждый раз земля хранила то, о чем наука не подозревала. Какая история удивила больше всего, напиши в комментарии. Ответы разные, и это всегда интересно. Официальные источники и фотографии всех 10 находок в описании под видео.